Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, этот ритуал создан на основе мальфарских традиций. Мальфары, гуцулы, карпатские колдуны, ведьмаки. Их еще называют повелителями стихии. Это одни из самых сильных практиков. Это одни из самых сильных мастеров магии, которые существуют. Вот эту практику излечения сырым мясом я взяла у них за основу своего ритуала. Ритуал создан именно на основе традиции гуцулов. Исцеление мясом, оно, в принципе, присуще не только гуцулам, но и во многих культурах это есть. Исцеление мясом, наводение порчи мясом и так далее. Но данный ритуал на украинском языке составлен мной на более древнем наречии украинского, которым я владею, потому что я не хотела потерять вот эту всю прелесть, эту энергию языка, которая должно быть. Понимаете как? Нужно сохранить изначальный ключ, тогда сработает. Можно, конечно, взять и любой ритуал, скажем, создать на русском языке, любой ритуал создать на армянском языке, еще что-нибудь, но оно должно соответствовать. Традиция гуцулов, она не должна отходить от основного канона, от основного закона. Только тогда она сработает. Излечение сырым мяса, именно вот всю технику излечения сырым мясом я знаю и давно знаю и применяла не раз. Но вот именно каким образом и заговор, ритуал очень тяжело достать и очень тяжело узнать, потому что мастера свое не отдают. Из поколения в поколение это передается, остается в семье. Так что пришлось напрягать свои умственные способности. Как вы знаете, мне это дано и создать на основе традиции Мальфар именно свою работу исцеления. Этот ритуал может сотворить чудеса, если вы сделаете правильно. Хочу вам сказать, что этим ритуалом был снят когда-то сахарный диабет. Дальше, значит, очищение крови, потому что кровь насыщалась именно белыми тельцами и боялись, что это придет к малокровию или к раку крови. Начало только мы сняли это. Если провести это с мастером, здравствуйте, Александр, это будет иметь больший эффект. Если провести самим, не меньше. Оно будет, смотря насколько вы настроены, насколько вы правильно все сделаете. Если вы сделаете как нужно, исцеление обязательно случится. Теперь послушайте. Кроме воскресения, значит, кроме воскресенья и четверга желательно, если у вас серьезные проблемы, провести этот ритуал. Что вам нужно для этого? Вам нужно купить мясо, но не в магазине. В магазине это мертвая плоть. В магазине там нет ничего живого, там нету ни силы, там нету энергии мяса, и даже думать не о чем. Там, как некоторые суперведьмы из магазинов берут, там в пакетиках отрывают, значит, оттуда кровь берут. Но это дебилизм, конечно, полнейший, потому что это не живое мясо. Магазинное молоко, магазинное мясо, оно не живое. Непригодно ни для каких ритуалов. Не получится у вас. Мясо нужно взять в мясном рынке. Желательно у тех мясников, которых вы знаете.
Потому что этому мясу не должно быть больше 3 дней. Значит, берете прям хороший кусок мяса, ну где-то вот полкило, и делите на 3 куска. Вообще ни куска никто не должен есть с этого мяса. Вот вы его купили для этого ритуала, купили без сдачи желательно, или оставили эту сдачу. С этого мяса никто не должен ничего есть. Разделили на 3 куска. 3 ночи кряду проводите с этим мясом и каждый день уносите, зарывайте. Через некоторое время ваше здоровье начнет восстанавливаться. Как только мясо будет гнить, здоровье ваше начнет восстанавливаться. Перекиды на мясо, есть много перекидов на мясо. Перекидывают на мясо, например, сделанный там приворот на крови, очищается, здравствуйте. Перекидывают на мясо, отдают собакам, дворовым кошкам. Но учтите, отдавать вот такие ритуалы, они обязательно умрут. Умрут, но если нет иного выхода, да, такое делается, к сожалению, приходится это делать, жертвовать животным для того, чтобы спасти ребенка, человека. Но в этом ритуале вам этого делать не нужно. Значит так, берете мясо, покупайте без сдачи. Вот сколько бы ни стоило, прям дайте или ровную сумму, или на 20 рублей больше, скажите, нет, нет, не нужно, спасибо, оставляйте. Сдачу не берем. С этого мяса ни одного куска никому не даем, ни домашним питомцам, никому. Вы его купили чисто для того, чтобы подлечиться. Это раз. Делите на 3 куска. Не обязательно там ровные куски, нет, это не столь принципиально, чтобы там на грамм больше или меньше. Но на 3 куска это мясо разделили и положили в холодильник для того, чтобы делать. Ближайшие 3 дня. У мяса есть энергия. Пока что вся плоть животного не съедена, его душа, его сила находится со своей плотью. И силой животного, силой живой плоти, умершей, конечно, но еще пока сохраняющей живые свойства какие-то плоти. Внутри есть кровь, внутри есть еще пока живые, скажем, клетки, которые, конечно, уже не делятся, они начинают потихоньку умирать, но они еще есть. Мясо еще свежее. Далее. 4 свечи, не церковные свечи, а просто восковые 4 свечи. Трава могильник. Заказывайте, не надо мне писать. Можно без могильника, нельзя. Если я говорю, что-то нужно, значит, это нужно. Не будете что-то соблюдать, цепочка сорвется и ничего не получится. Нужно делать именно так, как говорю, как сказано. Значит, материя черная. Берите черную материю. Вам нужно 3 таких нормальных, таких черных материй. Берите, например, там метр черной ткани, которую будете использовать. Можете даже алтарную ткань старую взять, разрезать для этого ритуала. Дальше. В аптеке можно ли? Не очень желательно. В аптеке тоже не очень живые травы. Там тоже проходят они всякую термообработку. А нужно, чтобы трава была живая. Вот она, могильник. Ее называют проводник в мир духов. Когда зажигаешь эту траву, приходит определенная сила, которая помогает в работе, понимаете? И поэтому без него никак не обойтись. Если вы хотите действительно, чтобы получилось, никак не обойтись. Значит, послушайте меня. Этот ритуал вы можете провести своим детям, если вашим детям нету 24 лет. Имеет право мать, у нее есть эта энергия провести этот ритуал. Пуся, я тебе это мясо не дам, не надо кружить тут. Давай отсюда. Сидит тут. Давай, давай, иди, чеши. Спал, проснулся. Сел, смотрит на меня жалобными глазами. Нельзя, давай отсюда. Значит,
Делается следующим образом, да. Берете, распускайте волосы. Да, в 3 ночи можно есть, конечно. Сказано, что после 10 нельзя, а вот после часа никто не сказал, что нельзя. Черная материя. Стелите эту материю на пол, ставите какой-нибудь стол. Главное, чтобы эта материя была под вашими ногами, остальное не важно. Чтобы ноги у вас были на черной материи. Вот так вот. Ставите стул. Вы должны быть абсолютно голые. Я сейчас не голая. Вот доказательство. Но вы должны быть голые, абсолютно обнаженные. Вы хотите вылечиться? Значит, сделайте как надо. Закройтесь там где-нибудь в комнате, в ванной, неважно. Но вы должны быть абсолютно обнаженны. Если вы лечите своего ребенка, ребенок должен быть обнаженный. Без трусиков, без ничего. Просто сажайте ребенка на стул, вот этот, значит, желательно табуретка, чтобы вообще свободное было пространство вокруг. Ставите 4 свечи вокруг себя, то есть на все стороны света. Зажигайте. Можно взять в мясном рынке. На столе нужно сжечь могильник. Значит, вот таким вот образом. Сначала нужно сжечь могильник, то есть все подготавливайте. Кусок мяса на столе, свечи на полу. Зажигайте могильник на алтаре. Пусть на алтаре могильник горит. Вы знаете, как вы выздоровите? От женских болезней следа не останется. Это я вам говорю. Вы прекрасно знаете, особенно кофейная чистка, сколько там. Можно найти, Елена. Просто то мясо, которое в магазине, она просто непригодна, она не поможет ничем. Просто бесполезно проведете, и толку не будет никакого. Понимаете? Никакого не будет толку. Так. Дальше. Нет, только матери. Здесь позволяется только матери провести с детьми. Можно халяльное мясо. Почему нет? Можно, если найдете, можно. Оно тоже точно такое же чистое и быстро продается, но долго не держится. И правильное, как бы, кошерное мясо, да, можно. Можете взять в еврейских магазинах, там тоже делают кошерное мясо. Ну вот, тем более, почему-то берите. Вот такое мясо можно брать. Дальше. Слушайте меня внимательно. Итак, табуретку поставили. Я пока говорю, как вы делаете. Абсолютно все с себя снимайте, все, что у вас есть. Начиная крестики, там, сережки, все в заколки и прочее, прочее. Снимайте полностью. Вы слышите меня, Наталья Нарыкова? Блять, у меня уже нервы сдают, реально. Только мать может делать детям до 24 лет. Остальные люди сами себе делают. Все. Итак, черная ткань. Стельте на пол, чтобы ваши ноги были на ткани. Ставите твою мать. Я сейчас буду блокировать всех к чертовой матери просто, и потом спокойно проведу эфир.
ставите 4 свечи по 4 сторонам света. На алтаре, значит, могильник зажигайте, чтобы могильник горел, дымился. Потом садитесь на табуретку. Берете вот этот кусок мяса в емкости в руки. Зажигайте свечи по 4 сторонам. Ноги положите на вот эту черную материю. Берете это мясо. Сейчас я не буду трогать, оно сырое, прям такое мягкое. Берете мясо и нужно сначала положить на живот, прям держать рукой. Вот одной рукой держать на животе. Живот считается корнем, понимаете, слово живота своего не просто сказано. Живот – это место соединения. Здесь соединяются родовые пути человека. Здесь рождается ребенок, да. Говорят, что даже живот человека обладает каким-то разумом. Поэтому и говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то есть живот. Вот это место. Здесь все кровеносные артерии. Если человек ударить ножом в сердце, есть еще шанс, что его можно спасти. Если в живот бьют, к сожалению, это фатальный исход, как правило. Ну вот из 100% 99 фатальный исход. Почему? Потому что все кровеносные сосуды соединены здесь, где живот. И это вот корень, это вот, как бы сказать, основа человека, это его родовой путь. Вот положите на живот, где пупок, держите прям одной рукой, прижимайте это мясо к себе, вот так вот, сжимайте и читайте. Значит, читайте 3 раза. Потом, дальше, нужно на грудь, положите на грудь. Опять же, прижимайте. Ничего страшного, потом душ примите, это не страшно. Прижимайте. Читайте 3 раза. На груди прям вот так вот, где солнечное сплетение, вот посредине вот так нажимаете. Читайте 3 раза. После того, как вы прочитали, значит, положите на левое плечо. Прижимайте рукой, читайте 3 раза. Положите на правое плечо. Прижимайте рукой, читайте 3 раза. Сейчас я не буду говорить общую цифру. Я просто вам перечисляю, куда надо, что. Читайте 3 раза. Дальше. Значит, садитесь на это мясо. Вот положите на табуретку и садитесь на это мясо. Да, голой попой. Потому что у вас должно все это вытягиваться с вашего всего тела. Опять читайте 3 раза. В конце положите значит, под ноги. Ножками нажимаете на это мясо, вот так, сидя. Читайте 3 раза. После того, как вы это все сделали, сидите и ждете, пока свечи догорят. Но они недолго будут гореть. В принципе, это, возьмите, выберите такие средненькие, да. Пока вы будете читать, они уже вполне догорят. Берете вот эту вот ткань, ноги убираете, поднимаете эти огарки свечей, кидаете туда. Ждете, пока вот, значит, могильник, трава немножко остынет. Если к тому времени не остыло, можете встать и вот это все оставить. Когда остынет могильник, сыпите туда вот эту траву на вот эту черную материю. Значит, завязывайте узлом эту черную материю и оставляйте где-нибудь в таком месте, можно на балконе, еще где-нибудь. Она быстро протухнет, поэтому учтите это. В каком-нибудь холодном месте оставьте. На следующий день идете и закапываете. Можно ли закопать у себя в огороде? Спрашивают. Можно, если вы уверены, что никто не выкопает оттуда. Потому что если это выкопают, это нехорошо. В таком месте надо, чтобы никто не выкопал, понимаете? И под дерево не закапывайте никакое. Дерево высохнет. Сразу же высохнет. В том же году дерево высохнет. Она вашу энергию, вот эту болезнь, заберет себе. Значит, идете, закапывайте где-либо.
Оставляйте сверху столько монет, сколько вам лет, и говорите: откупаюсь. Отворачиваете и уходите. Но я не думаю, что у вас такие огороды очень большие, длинные, огромные, что прям, знаете, с одного конца на другой там целую неделю вы не пройдете. Поэтому, наверное, все-таки желательно вне дома это сделать. Потому что в этих огородах все-таки кто-нибудь выкопает. Где-нибудь это нужно закопать. Можно ли, говорят, закопать на кладбище? Нет. Вы с кладбищем работать не умеете, нечего свою энергию туда относить. Даже больную энергию нечего туда относить, если вы не знаете, что такое вообще кладбище и энергия смерти. Далее. Вот это вы сделали, приходите домой на следующий день. В тот же день можно ли душ принять? Можно принять после этого ритуала, легче станет. Следующий день точно так же со вторым куском мяса делаете 3 ночи кряду. Если у вас должна была быть операция, очень может быть, что отменят. Если у вас какие-то, знаете, женские болезни, если у вас какие-то опасения и прочее, прочее, она полностью это все убирает. Только надо делать правильно. Когда вы все это сделали полностью, три ночи кряду, да, и закопали это все вместе с огарками свечи, каждый раз та же самая процедура, не буду повторяться. Потом берете вот монеты, сколько вам лет, делите на 3. Не обязательно, чтобы ровная цифра была, потому что вам может быть и 20 лет, вам может быть и я не знаю, 40 лет, и 45 и так далее. Делите на 3 части. И на 3 перекрестках оставляйте эту сумму денег. Если вы лечите своего ребенка, делайте за него это все. На 3 перекрестках это все оставляйте. Без оглядки. Вот на один перекресток подошли, кинули через левое плечо, говорите, откупаюсь, ушли. Вечером это надо делать. На второй перекресток найдете 3 перекрестка при желании. Вы отдаете миру эту болезнь, все, очищайтесь и уходите домой. Это очень сильная работа, но его надо делать правильно. Тогда ваша болезнь, которая вас мучила давно и долго, отступится. Мясо будет гнить в земле, а вы будете оздоравливаться. Вы можете это мясо закопать где-нибудь, например, я не знаю, в лесополосе, где-нибудь в парке где-нибудь, например, да? Можно в одном месте закапывать, но вы друг на друге не будете закапывать. Это нужно отдельно, и то мясо-то тревожить нельзя. Она сразу начинает протухать. В чем смысл излечения вообще перекида на мясо? Дело в том, что мясо, то есть вот это еще пока где-то живая плоть, мертвая полностью животное, да, но плоть, какая-то часть еще пока живая, свежая, она забирает в себя вот эту отрицательную энергетику, запирает в себе и начинает перерабатывать. Через некоторое время никто не раскопает все. Подождите секунду. Через некоторое время вот эта порча, вот эта вот снятая энергия, потому что эта энергия никуда не денется, она требует выхода. Она пытается выйти из мяса, которое вы заперли, вы туда отправили их через некоторых духов, которых я назову. И выходя оттуда, она оказывается в земле. То есть она тут же нейтрализуется. Мясо будет гнить, ваше тело будет оздоравливаться. Гнить этому мясу несколько дней всего лишь в земле, потому что снятое все на вас, как быть, не делать, значит, если у вас зима. Снятое вот с вас вот эта вот гадость, она сразу насыщает вот этот вот кусок, да, мяса, и оно быстро протухает, оно очень быстро гниет. 3 ночи кряду. Попробуйте это делать. Но еще раз говорю, нет, беременным не стоит такие вещи делать, потому что очень может чревато и потерять плод. Во время беременности вообще не трогайте такие вот ритуалы. Там снятие, перекиды и прочее, прочее. Не надо. Вы своего ребенка перекинете вот сюда.
во время беременности даже запрещают лекарства пить. Не надо такие эксперименты ставить. Вы не одна. Будете одна, пожалуйста, делайте. А когда у вас две души, за него делать не надо такие вещи. Нет, не нужно по-новому покупать. Надо делать так, как я вам сказала. Один раз берется это мясо. Слушайте внимательно. Да, 12 лихоманок тоже очень сильно. У многих-многих людей прошли очень страшные болезни, вплоть до подагры и прочее, прочее. Теперь слушаем внимательно. Немножко сложно читается. Я буду стараться читать, скажем так, по слогам, да, чтобы до того, как вы сможете там сами то есть до того, как Яна перепишет, наберет текст, чтобы вы смогли сами переписать. Поэтому я по слогам читаю медленно, чтобы вы поняли суть. Крутись, небесне склепіння, прийди з темного і мгла, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мною мою волю. Знімаю я псування та хворобу з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всього білого тіла, і з буйної голови. Все з мене скинеться, да на сіру плоть мертво перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясо передасться. Та там закриється, та там залишиться. А коли м'ясо згниє, так сіру землю передасть. З мене хвороба знімає. Від хвороби звільнить. М'ясо гнить, а мені здоровець. Відтепер моя хвороба в сірому м'ясі, а місо в землі, моє тіло обновтворить. Іліас сяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мої бить. Заклинаю. Еще раз читаю. Это очень сильно. Крутись небесне склепіння, прийди з темного і мгла, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування та хвороба з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив, всього білого тіла і з буйної голови. Все з мене скинеться, та на сіру плоть мертво перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'яса передасться, та там закриється, та там залишиться. А коли м'ясо згниє, так в сіру землю передасть. З мене хвороба знімає, від хвороби звільнить. М'ясо гниті, а мені здоровить. Відтепер моя хвороба в сирому м'ясі, а м'ясо в землі, моє тіло обновтворить. Ілля сяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мой бить.
Заклинаю. Крутись небесне склепіння, прийди з темного імгла, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування та хвороба з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всього білого тіла, і з буйної голови. Все з мене скинеться, та на сіру плоть мертву перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясу передасться, та там закриється, та там залишиться, а коли м'ясо згниє, так в сіру землю передасть. З мене хвороба знімає, від хвороби звільнить. М'ясо згниті, а мені здоровить. Відтепер моя хвороба в сірому м'ясі, а місо в землі моє тіло обновтворить. Ілля сіяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мой быть. Заклинаю. Еще раз читаю. Крутись небесне склепіння, прийди з темного імгла, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування да хворобу, з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всього білого тіла, і з буйної голови. Все з мене скинеться, да на сіру плоть мертво перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясо передасться, да там закриється, да там залишиться. А коли м'ясо згниє, так в сиру землю передасть. А мене хвороба знімає, від хвороби звільнить. М'ясо згниті, а мені здоровить. Відтепер моя хвороба в сирому м'ясі, а місо в землі моє тіло обновтворить. Ілля сіяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мой быть. Заклято. Читай столько раз, сколько надо, чтобы вы запомнили, потом написали сами. Крутись небесне склепіння, прийди з темного імгло, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування да хвороба, з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всього білого тіла, і з буйної голови. Все з мене скинеться, та на сіру плоть мертво перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясо передасться, та там закриється, та там залишиться. А коли м'ясо згниє, так сіру землю передасть. З мене хвороба знімає, від хвороби звільнить. М'ясо гнить, а мені здоровить. Відтепер моя хвороба в сірому м'ясі, а місо в землі моє тіло обновтворить. Ілля сіяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мой быть, заклято. Я вам уже сказала, что это западноукраинский, здесь есть древние слова, которые сейчас, может, не используются. Поэтому будьте любезны не задавать тупых вопросов. Жерить – это жрать. Ой. Все, идите к черту. Перемотайте, вначале все сказано, как что надо делать. Достали уже. Одно и то же спрашиваете. Кстати, женские... Доброй ночи. Женские определенные, скажем так, трудности, да, у женщин, это тоже может снять. Оно снимает со всех мест, куда вы перекладываете это мясо.
Читаю еще раз. Крутись небесне склепіння. Прийди з темного імгло, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безіменна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування да хвороба з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всього білого тіла, і з буйної голови. Все з мене скинеться, да на сіро плоть мертву перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясо передасться, да там закроється, да там залишиться. А коли м'ясо згниє, так в сіру землю передасть. А мене хворобо знімає, від хворобо звільнить. М'ясо згниті, а мені здоровіть. Відтепер моя хвороба в сирому м'ясі, а місу в землі, моє тіло обнов творить. Ілля сіяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мої быть, заклято. Последний раз вопросы читаю. Последний раз читаю заклинание. Заканчиваем. Все в начале ролика было сказано. Все. Все, перемотайте и посмотрите. Луна не имеет значения. Время суток темное время. Любое время, чтобы было темно. После 6-7 вечера. И до самого утра, пока темно. Есть время делать этот ритуал. Крутись небесне склепіння, прийди з темного імгло, з чорного туману, той, кого покликом покликаю. Безім'янна сила, виконуй мою волю. Знімаю я псування да хворобу з крові, з плоті, з кісток, з печінки, з жив і всякого білого тіла. Всього білого тіла. І з буйної голови. Все з мене скинеться, да на сіро плоть мертво перекинеться. Та вся хвороба моя сірого м'ясо передасться, та там закроється, та там залишиться. А коли м'ясо згниє, так в сіру землю передасть. З мене хвороба знімає, від хворобо звільнить. М'ясо згниті, а мені здоровіті. Відтепер моя хвороба в сирому м'ясі, а місо в землі моє тіло обнов творить. Ілля сіяк м'ясо жерить, і мою хворобу заодно беріть. Так мої быть. Заклято. Все. Все объяснено, все сказано. Сделайте как нужно. И через некоторое время почувствуйте, насколько у вас начнется обновление всего организма. И извечные эти болезни, болячки, хождение по врачам и прочее непонимание откуда чего, неважно, даже если вам это навели, или, знаете, кто подвержен еще болезням? Врачи. Все время видя больных людей, их эти всякие жалобы, и потом люди, которые работают со старыми людьми, люди, которые работают вообще с народом, они все время берут эту отрицательную энергию. Иногда врачи не понимают, ну, чем болеет человек, но он все время болеет. Вот мне плохо, ничего не могут, то авитаминоз, может, устал, может, там чего-то. А это все из-за того, что приходит отрицательная энергия и начинает разрушать внутри организм. Ну, непонятно, что происходит, но человек болеет. Наведенная это болезнь, приобретенная, усталость это, или от темной энергетики людей, или действительно есть определенная болезнь, оно может снять. Вполне. А теперь я это мясо сейчас заверну, куда-нибудь положу, завтра сама вынесу, закопаю. Хотя я не сделала особо, но надо будет его убрать из дома. Я здесь вам просто показала. А почему обнаженный? Потому что ваша энергия должна быть чистой. Вы должны очистить себя без никаких вещей, без ничего, без никакой энергии. Это ваша личная энергия, она должна быть снята. Могут ли ваши дети сами сделать? Но если они взрослые,
То есть вот после 15-16, вот у них есть какие-то проблемы со здоровьем, и вы им объясните, они сделают, то могут сделать, если они стесняются там с вами провести. Просто нельзя никакую одежду никак не завернуть, ничего. Никак не влияет белые ночи. Это ночь. Это время, скажем так, это ночь. Не имеет значения, белое или черное. Это время ночи. Белые ночи я знаю. Я жила на севере. Полярные ночи, и я знаю, что это такое. Все. Всем удачи, всех благ. Если успею, еще кое-что сниму. Ой, у меня такая ярость иногда, что в сутках просто 24 часа. Вот как бы мне хотелось, чтобы было 50. Блин, не успеваю я ничего. Я жить не успеваю. Я вообще ничего не успеваю. Это ужас какой-то. Ужас, кошмар. Вот о чем я переживаю все время. Времени у меня не хватает. Суток не хватает. Все. Внимательно изучите, записывайте и проводите, как у вас будет время. Абсолютно обновление организма. Кстати, молодеет лицо, потому что это, скажем так, имеет омолаживающий эффект. Насколько часто можно сделать? Ну, в год 3-4 раза. Больше не надо. Больше не стоит просто. Дайте организму восстановиться. Как мясо будет гнить там, так ваш организм будет восстанавливаться. Потому что все, что с вас снято, оно будет уходить в землю. Как только она будет уходить в землю и обнуляться, то есть терять свою силу, сразу ваш организм начнет обновляться. Оно сразу обновится, но лучший эффект будет вот после чистки недели, 2-3, в течение месяца вы почувствуете абсолютное облегчение. Варикоз проходит, например, кровообращение улучшается. Ну, много, сейчас не буду перечислять. Все. Всем удачи и всех благ. Да, спрашивает, рак возможно? Очень может быть. Очень может быть. Не даю гарантии вам и не обещаю, не говорю 100%, но очень может быть, что даже рак, если он еще излечим и возможно, то есть он лечится у врачей, я вам 100 раз говорила, лечение не бросать ни в коем случае нельзя. Вы не должны бросать лечение и делать только это. Но усилить свой организм, чтобы он победил с помощью лекарств и врачей, очень может быть. Потому что это все-таки мальфарская техника, не забывайте. Все, всем удачи.